Смарт-часы с функцией Bluetooth-звонков, AMOLED-экраном, который имеет технологию Always On Display, с двумя стилями отображения, постоянным измерением пульса, SPO2 и уровня кислорода, мониторинг сна, большим количеством различных напоминаний, удобным интерфейсом, голосовым помощником, защита от влаги класса IP68 и не только. Обо всем этом можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Kia Select KS. И притом их купить, по-моему, можно уже везде. Поставляется данная модель в неплохо оформленной упаковке из плотного картона. Во всяком случае, выглядит коробка презентабельнее, чем упаковка у прошлых моделей этого же производителя. На коробке есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковано, конечно, все очень плохо. Смарт-часы не были зафиксированы и просто лежали в коробке. Но в комплекте мы имеем сами смарт-часы, один магнитный ремешок и один обыкновенный из силикона. Также есть краткое руководство, защитное стекло и зарядное устройство с двумя пинами. Заряжать смарт-часы в подвешенном состоянии у вас не получится, так как вес смарт-часов 54,7 грамма, а габариты 44 на 38 на 10,9 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежемесячно в конце месяца в ВК есть отзывы победителей. Недавно разыгрывал еще, кстати, Xiaomi 13, победитель уже отписался. И 9 мая мы с вами будем разыгрывать Poco F5. Во всяком случае, мы встретимся для того, чтобы оговорить условия розыгрыша и заодно посмотрим, что они там нам предлагают и какие цены. Так что приходите все на основной канал 9 мая, пообщаемся, покритикуем девайс, порадуемся за цену и решим, как мы будем его разыгрывать. Условия других конкурсов, которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал с промокодами на Али, самые главные и самые полезные, телеграм-канал взаимопомощи, там в ПТЗ можете описать свое устройство и ваш бюджет, и пользователи вам помогут. И мой личный телеграм-канал, где мы общаемся по поводу всех девайсов, которые я тестирую в режиме онлайн при вас. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются данные смарт-часы в единственной черной расцветке. Дизайн смарт-часов интересный, и за подобную стоимость выглядят они, конечно, хорошо. Корпус выполнен из металла, а тыльная часть из матового пластика. Ремешок силиконовый с магнитной застежкой. Ширина ремешка 22 мм. Крепление стандартное, так что установить любой другой ремешок возможность есть. Качество материалов что смарт-часов, что ремешка хорошее. Мне понравилось. Приноски Kia Select KS практически не ощущаются, и спать в них довольно комфортно. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, динамик, датчики мониторинга здоровья и две механические кнопки. Верхняя кнопка колесика отвечает за включение-выключение экрана, переход к меню и возврат. Подкручиванием можно перемещаться по меню. И не только, конечно же, это не Digital Crown, и кнопка колесика выполнена по системе трещотки, но все равно. Нижняя кнопка выполняет функцию перехода к тренировкам, а зажатием можно совершать SOS-вызов по указанному номеру в приложении. Чего только туда не запилили, правда? Переназначить команду на нижнюю кнопку возможность есть. Кнопки нажимаются неплохо, ко всему люфт практически отсутствует. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,78 дюйма с разрешением 368 на 448 пикселей с закаленным стеклом. Дисплей имеет слегка закругленные края без безеля, рамки не громадные, а подбородок средний. Скроллинг плавный, но интерфейс изредка подтормаживает. Автояркости на борту нет. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью пользоваться смарт-часами можно без проблем. Интерфейс доступен на русском языке, перевод некорректный, к сожалению, но понятный, а шрифт оставляет желать лучшего, разумеется. Автовыключение экрана максимум до 60 секунд, поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно хорошо, но с задержкой около секунды. Накрытие экрана ладонью для отключения дисплея отсутствует, разбудить экран тапом нельзя. Из полезного есть режим «Не беспокоить», а также простенький Always On Display, который имеет два стиля отображения и работает в постоянном режиме. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое, снизу вверх это уведомления, слева направо та же панель быстрого доступа, ее можно персонализировать прямо со смарт-часов, за что плюс. Свайп справа налево это виджеты, которые также можно персонализировать. У меню есть несколько стилей отображения, но вот проставить приложение в меню на свое усмотрение, к сожалению, нельзя. В меню есть активность, тренировки, вызов SOS, измерение пульса, SPO2, мониторинг сна, уровня стресса, дыхательные тренировки, бесполезное измерение эмоционального состояния, телефон, в котором есть избранные контакты, набор номера и недавние вызовы, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смартфоне, за что плюс. Две мини-игры, что тоже круто, Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки с таймером, но она работает только в паре с приложением. Далее есть музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить музыку на сами смарт-часы возможности нет, но можно использовать смарт-часы как динамик для прослушивания музыки, и круто, что плеер может работать в фоне. Будильник, который можно завести прямо на смарт-часах, погода, фонарик, поиск телефона, блокировка смарт-часов паролем, мировое время, калькулятор, за что спасибо, как и за то, что таймер и секундомер могут работать в фоновом режиме.
В настройках помимо уже перечисленного есть настройка звука и вибрации, вибромотор неплохой, но настроить силу вибрации нельзя. Динамик в целом показал себя неплохо, он громкий и качество звука на свою стоимость. Операционная система, как по мне, в данной модели очень даже удобна и интересно выполнена. Ко всему присутствует даже легкая анимация, в отличие от прошлых моделей Kia Select. Данная модель дает понять, что производитель не стоит на месте. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 почти последний. Подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет, как и нельзя, разумеется, подключить нагрудный датчик. К Wi-Fi часы не подключаются, спортивных режимов более 100 видов. Отслеживание плавания я не обнаружил, но может быть докинут, потому что защита от влаги-то есть. Умного распознавания активности нет, как и встроенной GPS-навигации. Это фейл. Шагомер отрабатывает не лучшим образом, погрешность заметная. Пользоваться плеером во время тренировки нельзя. Тренировка не работает в фоновом режиме, но отмечу, что имеется небольшое количество стандартных настроек для тренировок. Пульсометр работает как в автоматическом режиме с периодичностью минимум 5 минут, так и в ручном. Измерение уровня кислорода в крови, как и измерение уровня стресса, происходит в ручном режиме или в автомате. Пульс у воздуха часы не нащупывают. На руке показатели при правильно надетых смарт-часах и в состоянии покоя в целом даже корректные, но в движении уже появляется проблема с мониторингом здоровья, что неудивительно, учитывая стоимость. Все как у всех. Сон мониторят не совсем хорошо, так как отход ко сну и пробуждение фиксируется по мне неверно. Дневной сон, короткий сон смарт-часы не мониторят, во всяком случае у меня. Графики измерений на самих смарт-часах отображаются неплохо. Звонить с часов можно, входящий вызов можно принять, сбросить или поставить на беззвучный режим. Быстрых ответов на вызов нет, как и на уведомления. Уведомления приходят моментально, смайлики не отображаются, а иконки приложений отображаются. Уведомления можно посмотреть и удалить. Емкость аккумулятора 330 мАч, полный цикл зарядки занял 2 часа 5 минут. В интенсивном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, периодичными Bluetooth звонками и включенным Always On дисплеем они прожили у меня 2 суток. Время автономной работы стандартное, в целом для подобного функционала они живут достаточно. Те, кто любит растягивать удовольствие, я думаю, смогут носить данные часы и 5 и 7 дней легко. Водонепроницаемость IP68, смарт-часы не боятся погружения в воду, разумеется, я их окунул в проточную воду, с ними все в порядке, функционал остался рабочим, внешние часы не пострадали. Но, повторяюсь, сауны, бани, зимние рыбалки с погружением, в общем, любые перепады температур электроника не любит, даже защищенная. Разумеется, также она не любит соленую воду. Kia Select KS работают в паре с приложением Kia OS. На главном экране в приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок. Далее есть вкладка с устройствами и последняя — это профиль. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора, но не в процентах, магазин с циферблатами, которых там достаточно, и установить любую фотографию на заставку также можно. Далее можно настроить напоминания, такие как напоминание попить воды, помыть руки, напоминание о встрече с ней, мероприятии, тренировке, необходимости выпить лекарство, принять пищу, подвигаться и кастомные напоминания. Также есть стандартные настройки, настройки дисплея и настройки мониторинга здоровья. Приложение работает корректно, перевод только плохой. А также я не нашел, где можно обновить прошивку. У меня при первичном подключении смарт-часов к приложению обновление не прилетало. Минусы — это плохой перевод, нет заготовок для быстрых ответов на уведомления или звонки, нет встроенного GPS, некорректный мониторинг здоровья в некоторых моментах, нет встроенной памяти, нет автояркости, нет отслеживания плавания, и минусов еще достаточно, как вы прекрасно понимаете. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Этим вы поможете и себе, потому что вы легко можете забивать в поиске название любого устройства, которое вас интересует, и смотреть динамику цен. Телеграм-канал взаимопомощи, делимся там мнениями, и мой личный телеграм-канал, общаемся в режиме онлайн. Резюмирую, Kia Select KS, как по мне, очень даже интересные смарт-часы, учитывая их стоимость в плане интерфейса, дизайна и функционала, все в сумме. Я не скажу, что я в полном восторге, но приятно удивлен, учитывая, какие до этого я обозревал смарт-часы от Kia Select. Может быть, они кого-то из MSFit'ов к себе перетянули, или еще что-то произошло. Либо они решили зарабатывать и продавать, но пока молодцы. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Огромное спасибо, что смотрите. Надеюсь, вам это дело полезно. Девайсу небольшое, но да, добра и удачи вам, дорогие друзья.